Здравствуйте! В этом видео рассмотрим использование инструмента «Кривые, управляемые уравнением» в программе SolidWorks. Создадим условную плетеную сетку с помощью двухмерных эскизов. Выбираем плоскость спереди и нажимаем «Эскиз». Далее раскрываем меню «Spline» и выбираем «Кривая, управляемая уравнением». В разделе «Тип уравнения» выбираем «Точное уравнение». Вводим уравнение английскими буквами. Y равно косинус x. Знак равенства не указываем. Далее задаем начальное значение x равное нулю и конечное значение равное 100. Нажимаем на свободное место и создается предварительный просмотр кривой, построенной по заданному уравнению. Уменьшим амплитуду колебаний кривой, добавив множитель, равный 0,5. Нажмем ОК и закроем эскиз. Создана первая кривая. Далее выбираем плоскость справа и нажимаем «Эскиз». Раскрываем меню «Spline» и выбираем «Кривая, управляемая уравнением». В этой кривой используем другую функцию. Вводим уравнение 0,5 умножить на синус x. Задаем тот же диапазон x от 0 до 100 и нажимаем в любом месте. Нажмем ОК и закроем эскиз. Создана вторая перпендикулярная кривая. Выберем первую кривую и на панели «Элементы» нажмем «Бабышка по траектории». Выберем круговой профиль, зададим диаметр проволоки в 0,5 мм и нажмем ОК. Далее выбираем вторую кривую и повторяем действие. Круговой профиль диаметром 0,5 мм и в параметрах отключим «Объединить результаты». Нажмем ОК. Теперь посмотрим на начальные концы проволоки. В этом месте есть небольшое пересечение. Устраним его, а также немного удлиним концы проволоки. Для этого раскрываем первое вытягивание и запускаем редактирование эскиза. Нажимаем на кривую, чтобы открылся менеджер. Увеличим множитель на 0,06, а также изменим значение начальной точки на минус 0,5, а конечное значение увеличим до 101. Нажмем ОК и закроем эскиз. Пересечение проволоки устранено и появился небольшой нахлёст. Удлиним и вторую проволоку. Для этого запускаем редактирование эскиза второго элемента. Нажимаем на кривую и изменим диапазон x, повторив значение от минус 0,5 до 101. Нажмем ОК и закроем эскиз. Теперь концы проволоки имеют достаточный нахлёст. Осталось просто размножить эти два элемента. Запускаем линейный массив, включаем раздел «Тела» и выбираем первую проволоку. В качестве направления указываем плоскость спереди. Меняем реверсом направление массива. Задаем интервал в виде числа π, а количество экземпляров массива равное 33. Нажимаем ОК. Создаем линейный массив для второй проволоки. В качестве направления указываем плоскость справа. Включаем раздел «Тела» и выбираем второе тело. Параметры массива оставляем без изменений. И нажимаем ОК. Посмотрим на один угол сетки, а затем на противоположный угол. Создана условная плетеная сетка. На этом все. Спасибо за поддержку. Всего вам доброго.